Всем привет! С вами Алла. Сегодня давайте посмотрим, какая женщина ждет вашего звонка, что вы выйдете на связь первым. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте свой вариант. Это будет первый, это второй. Итак, единички. Тройка пентаклей. Эта женщина имеет отношение к вашей работе. Это может быть ваша клиентка или вы ее клиент. Не обязательно это прямо коллега. Может быть, это женщина, которая работает вместе с вами в одном помещении. Ну, например, вы работаете в торговом центре, в магазине, и она тоже может работать в торговом центре. Или, например, вы каждый день ходите, не знаю, в кафе на обед, и она работает в этом кафе. Или вы там пару раз в неделю ездите на заправку. И этот, скажем, социальный контакт, эту женщину вы уже приметили и заметили, что эта женщина тоже как-то так к вам проявляется. То есть расклад общий, поэтому у кого-то это будет коллега, у кого-то кассир на заправке, у кого-то, кстати, соседка может отыграться. Расклад, знаете, о чем говорит? О том, что раньше кто-то из вас был занят. И у кого-то отыграется, что женщина была занята, и по этой причине она как бы не давала зеленый свет вам. Вы могли ухаживать за этой женщиной. Особенно если это ваша коллега либо клиентка. То есть вы могли уже к ней проявляться как женщине, а не просто как человеку. Но она вас как-то так, знаете, аккуратненько держала на расстоянии, потому что у кого-то отыграется, что она была официально замужем. У кого-то отыграется, что у нее просто был мужчина. Ну, то есть как бы она не хотела сидеть на двух стульях. И вы могли замечать, что с ее стороны идет симпатия к вам, идут, знаете, как флюиды женские в ваш адрес. Но при этом ее поведение, оно было таким, либо официальным, либо прохладным. Сейчас, ребят, что-то изменилось. У многих отыграется, что либо она сейчас в разводе, либо тот мужчина, с которым она была в отношениях, они сейчас в ссоре, и дело идет к разрыву. И поэтому женщина сейчас, знаете, ну вот, как бы она чувствует себя свободней, чем это было раньше. Если раньше это было, да, у меня к тебе есть чувства, но я не разрешаю себе проявляться, потому что я не готова с тобой вступать в отношения. Потому что я не хочу сидеть на двух стульях и с тобой, и там, со своим другим мужчиной. То сейчас это про то, что она уже практически свободна. У кого-то отыграется, что вообще уже свободна, то есть рассталась. И вот сейчас она уже может, по сути, как-то проявляться к вам.
А как ты будешь проявляться? Ну, тут женщина должна проявляться, потому что ей это интересно. То есть она заинтересована в мужчине. У кого-то здесь прямо в лоб вам скажет, как по аркану дурак. Знаете, через какие-то шуточки, прибауточки, вот через какой-то юмор, вот как бы вроде бы и шучу, и в то же время вы будете понимать, что это не шутка, это предложение. У кого-то отыграется через флирт, через подмигивание, через взгляд. Ну, короче говоря, вы поймете. Чего ты хочешь, каких отношений? Ну, смотрите, прямо вот каких-то серьезных, там, знаете, перспективных, семейных пока что она не хочет. У большинства отыграется, что она только вышла или только выходит из отношений. И прямо вот сейчас с корабля на бал она не готова. Но, ребят, вы тут очень нравитесь как мужчина. Поэтому романтических каких-то чувственных отношений ей с вами очень сильно хочется. Женщина здесь мыслит примерно, знаете как? Ты очень прикольный, ты мне нравишься как мужчина. Я бы хотела с тобой попробовать отношения, а дальше будет видно, как пойдет. Ну, это типа, мы начнем с тобой общаться и посмотрим, насколько мы друг другу в принципе подходим. Ментально, эмоционально, энергетически, насколько наши смыслы жизни совпадают. Поэтому кто себя узнал, то здесь женщина готова на сейчас на романтические отношения. А дальше, как говорится, как карта ляжет. Там уже от вас зависит. Вот такой был первый вариант. Кому понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что вы можете мне заказать индивидуальное гадание, а также психологическую консультацию. Я и психолог, и астролог. Можете заказать у меня астрологические прогнозы и таролог. Поэтому в зависимости от вашей потребности, от вашего запроса, можете ко мне обращаться. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, двоечки. Аркан Колесница. А тут та, с которой вы расстались. И та, которая от вас далеко. Может быть, даже уехала в другую страну. Или вы уехали в другую страну. Второй вариант. Здесь люди находятся далеко друг от друга. Может быть, в разных городах, либо даже в разных странах. Здесь, ребят, какая-то неприятная история. Здесь знаете про что? Это когда и с тобой плохо, и без тебя плохо. И как быть непонятно. Здесь про психологическую, про сексуальную зависимость. Двойки здесь попали. Потому что, знаете, не всегда тот человек, в которого мы влюбляемся, не всегда он подходит для создания семейных отношений. Потому что если вы знакомитесь с женщиной не просто ради, сами знаете чего, да, а если вы знакомитесь, чтобы найти близкого человека, как говорят, родную душу, человека для жизни, то вы же изначально смотрите так, да, что я этого человека ищу для жизни.
А потом в процессе оказывается, что вот все классно, да? Вроде бы и эмоционально классно, и в постели классно, и поговорить есть о чем. И вроде бы эмоционально все хорошо. Но в быту начинается какой-то трэш. Может быть, у вас кардинальное представление про финансы, про воспитание детей, про отдых, про общение с родственниками. Вообще, ну, то есть масса вариантов, что здесь может быть. Здесь женщина, она изначально себе фантазировала не пойми что. Ну, то есть она тут вас очень сильно идеализировала в самом начале ваших отношений. Женщина очень сильно на вас возложила какие-то свои надежды. Ну, какие надежды люди возлагают? Что ты меня сделаешь счастливой. Там, благодаря тебе я там буду чувствовать себя женщиной. Благодаря тебе там я почувствую радость материнства. Не знаю, там, ты меня будешь обеспечивать, я буду там еще какой-то, да. То есть женщина здесь испытывала к вам чувства, но здесь очень много было ожиданий. И вот эти ожидания, они тут все как раз и погубили. Потому что никто не может нас сделать счастливым. Это большая иллюзия. И вот карты это подтверждают. Женщина разочаровалась в мужчине, потому что он не оправдал ее ожиданий. А на самом деле было слишком много иллюзий, слишком много было перекладывания ответственности. Ребят, этим страдают очень многие люди, и женщины, и мужчины. Я на личных консультациях сталкиваюсь с тем, что люди постоянно чего-то ждут друг от друга. Люди не сходятся, потому что они просто любят. А люди сходятся, потому что они хотят, чтобы кто-то реализовал их мечту. И это очень большая ошибка. К чему я это рассказываю? К тому, что это и есть причина расставания второго варианта. Здесь женщина до сих пор любит, но здесь у женщины очень большие разочарования в мужчине, потому что он не просоответствовал ее идеализациям. Знаете, женщина здесь действительно ждет от вас звонка. Женщина не хочет здесь сама выходить на связь, потому что здесь она считает, что мужчина как бы подвел, назовем это так, не просоответствовал. А мужчина тут, наверное, взрыв мозга от этих всех передряг, которые в этих отношениях были. Тут очень какие-то такие, знаете, эмоционально изнурительные отношения. Когда и расстаться с тобой невозможно, и быть вместе невозможно. И вот как хочешь, так и живи. Двойки, я вам так скажу, вам нужно определяться, потому что здесь какое-то болото. Здесь очень тяжелая, очень сложная, очень токсичная энергия. Это про то, что либо тут нужно вдвоем протрезветь ментально и проговорить, что ты от меня ожидаешь то-то и то-то, но я могу дать тебе только это и это. И если так вот ты готова, то давай мы идем дальше по жизни и перестаем выделываться. Если вы тут дальше будете играться в молчанку, будете чего-то ждать, нет, ребят, вы просто потеряете время. Здесь нужно определяться, чего вы хотите, куда вы дальше идете, и все. Здесь нет смысла ничего ждать. Вы сейчас тут вдвоем ждете, кто кому позвонит. Женщина думает, что вы страдаете, значит, давай выходи на связь.
вы тут запутались, вообще не понимаете, что вам делать. Здесь необходимо посмотреть трезвым взглядом на ваши запросы по отношению друг к другу. Здесь нужно с небес спуститься на землю. Потому что здесь очень много фантазий, иллюзий в отношении семьи и в отношении вас как пары. И пока вы вдвоем не обломаетесь, пока вы вдвоем, знаете, как бы серьезно по-взрослому не пересмотрите ваши отношения, тут ничего не будет. Тут сложный вариант второй. Здесь прям нужно менять мировоззрение в отношении, что такое семья, что такое любовь, что такое отношения, и чего я от тебя жду, чего ты ждешь от меня. Понимаете? Так что, двойки, тут легко ничего не будет. Здесь, если вы чувствуете, что вы запутались, у вас уже пухнет голова, и вы не понимаете, ждать, не ждать, и вообще, как тут быть с этой женщиной, и как ей донести, в принципе, свою идею о том, как вы видите эти отношения, и как, понимаете, расклад общий. И тут надо понимать, что у каждого из вас своя женщина, индивидуальная история. У каждой женщины свой психотип, свой характер, свой темперамент. И тут надо понимать, как действовать. С кем надо чуть-чуть помолчать, а кого нужно наоборот, знаете, как вот прям заваливать смс-ками, звонками, добиваться. Нельзя ко всем применять одну и ту же тактику. С кем-то надо немножко поигнорировать, а кого-то наоборот нужно выводить на откровенный разговор. Поэтому кому нужна помощь, и вы хотите разобраться в чувствах, мыслях вашей женщины, как правильно простроить стратегию поведения и ваши отношения, обращайтесь ко мне за личным раскладом и за психологической консультацией. В моей консультации я совмещаю и таро-гадание, и помощь психолога. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и всем до новых встреч. Пока!